Представьте, если группа язычников объявляет себя монополией на истину. Они говорят, что их миропонимание — это основа мироздания для всего человечества. Они захватывают весь институт современной науки и говорят, что только их понимание Вселенной — это истина в последней инстанции. При этом они полные огнепоклонники. То есть они отрицают любую другую веру, которая как-либо идет вразрез с их миропониманием. Любой другой человек сразу же автоматически оказывается в их понимании вне закона. То есть он несет ересь. Думаете, это какой-то невозможный сценарий? А что, если в мире современной науки именно это и произошло? Только эти люди, они не являются огнепоклонниками, как это было раньше. Они являются, как писал Спиноза, верующими в слепую самозарождающуюся субстанцию. То есть в их миропонимании не существует разумного замысла, а существует его полное отсутствие. При этом у них нет достаточности основания, чтобы это доказать. Однако любой, кто говорит обратное, автоматически называется креационистом, автоматически банится, подвергается цензуре. Теперь представьте, к этой группе огнепоклонников в руки попадает монитор, на котором периодически отображаются некие пиксели. Следуя своему догмату методологического натурализма, эта исследовательская программа начинает говорить о том, что пиксели фундаментальны. В матрице монитора кристаллы красного, синего и зеленого цвета. Их разные сочетания дают разные цвета. Теперь появляется какой-то другой человек, который говорит: ну подождите, там очевидно есть какая-то программная структура и конкретные алгоритмы, которые исполняются на экране. На что ему говорят: это вне нашего научного метода, потому что программа — это то, что нельзя измерить, и то, что нельзя потрогать. Пиксели же сами по себе материальны и фундаментальны. Таким образом, на все исследование вот так вот сразу же ставится крест. Это, по сути, то, чем является материализм сегодня. То есть он отрицает какую-либо возможность первичности кода, первичности алгоритмов. Он не замечает очевидного, он не замечает алгоритмической натуры всех квантовых процессов. Потому что точка отсчета он берет человека. То есть если человек не может просчитать конкретное место локализации частицы, следовательно, эта частица локализуется случайно. Но сам факт декогеренции, сам факт алгоритмичности поведения, принципа наименьшего действия, принципа Паули, принципа неопределенности Гайзенберга, правила Борна — все это указывает на конкретные алгоритмы и разные уровни доступа пользователя к коду. Однако это в современной научной парадигме считается ненаучным. И именно поэтому вы 100 лет смотрите ролики про квантовую механику, из которых ничего не можете понять. Вам рассказывают про исчезающие носки, вам рассказывают про мертвых кошек, вы чешете репу и вообще даже близко не можете понять, о чем идет речь. А все почему? Потому что у исследовательской программы есть бутылочное горлышко, и через него просто невозможно протолкнуть всю реальность. Она туда не помещается, она слишком большая для того, чтобы эта исследовательская программа смогла ее в себя вместить. Следовательно, вот это вот основание нужно менять на более эвристическое и более широкое. Этому и посвящена наша информационно-архитектурная модель реальности. То есть она меняет парадигму с материалистической на информационную. Она постулирует первичность информации. Так вот, если взять точкой отсчета эту парадигму о том, что первична информация, тогда огромное количество процессов, которые объясняются сегодня парадигмами, на секундочку, 19 века, перестают быть релевантными. Я напомню, что наука гордится тем, что она постоянно себя переизобретает и постоянно меняет свои положения. И это действительно так. То есть, например, механика ньютоновская сменилась квантовой механикой. Модель статичной Вселенной после парадокса Ольберса действительно перешла на модель расширяющейся Вселенной. Вечная Вселенная после открытия реликтового излучения перешла к модели развертывания или большого взрыва. Причем научная парадигма очень не хотела принимать эту модель, потому что эта модель уже ближе к теологической парадигме. То есть если у Вселенной есть начало, если у времени есть начало, возникает вопрос,
кто запустил всю эту систему. Несмотря на то, что парадигма сопротивляется, она все равно принимает это объяснение. Однако есть один догмат XIX века, который не поменялся до сих пор. Это эволюционная парадигма. Это признанная биологами 200 лет назад модель эволюции методом естественного отбора, когда из одной простейшей клетки, при этом не объясняется, откуда эта клетка взялась, и не объясняется, откуда в ней генетический код, постепенно стали делиться и размножаться все живые органические существа на планете. Эта модель не доказана научным методом. То есть нет никакого контрольного эксперимента, который бы доказал существование и саму возможность этого абиогенеза. Так вот, опять же, если взять информационную рамку, то тогда в самой этой модели нет никакого смысла. Почему? Потому что код исполняется, компилируется в программной среде. То есть сама среда возможна как исполнение заранее заданных правил на уровне кода. Не бывает программного кода, который писал бы сам себя по ходу запуска программы. То есть даже если вы возьмете какие-нибудь компьютерные игры с процедуральной генерацией подземелий, там всегда есть одна точка вход, одна точка выход, какой-то конкретный набор предметов в разных местах, и генерируется только вот этот вот коридор, вот это вот подземелье, как туда прийти. Каждый раз оно по-разному ведет, или местами меняются само местоположение на карте всех этих заранее на уровне кода определенных предметов, входов и выходов. Сам факт процедуральной генерации уровня — это уже исполнение алгоритмов, заложенных на уровне кода. Эволюционная парадигма была принята людьми, которые ничего не знали про квантовую механику, ничего не знали про информатику. И в их картине мира, конечно же, это все было логичным, однако прошло 200 лет, и сегодня биология не может объяснить само возникновение информации внутри материи. Этого ответа нету. На самом деле, геоцентрическая модель, она также была абсолютно логичной из тех наблюдений и того уровня познания, которое было у человека в то время. И я вам напомню, что геоцентризм — это не просто модель, согласно которой Земля является центром Вселенной. Геоцентризм — это модель, в которой вокруг Земли находятся прозрачные сферы, к которым прилеплены все небесные тела. Эти сферы вот так вот крутятся, и поэтому мы видим движение небесных тел. Вам сейчас это кажется очень глупым, но это абсолютно логичная мысль для человека, который не понимает, что такое гравитация. То есть он видит фундаментальный закон, что все предметы притягиваются к Земле. Следовательно, у него возникает вопрос, а эти небесные тела, эти вот светила в небе, почему они-то на Землю тогда не падают? И тогда он придумывает, что, скорее всего, да, они прилеплены к какой-то хрустальной сфере. В XI, в XII веке постепенно ученые вводят модели, которые опровергают само существование этих сфер, и только Коперник окончательно ставит крест на всей этой модели. Так вот, эволюционная парадигма — это геоцентризм 21 века. Как только физика станет цифровой, постепенно вот все те эволюционисты, которые сегодня говорят, что это абсолютная истина, будут выглядеть как геоцентристы. Просто их видео устареют автоматически, потому что сама эта модель не может объяснить возникновение информации. Если же принять как аксиому, что биологические виды вводятся в систему с уже готовым кодом внутри своей материи, в котором уже есть и Хокс-гены, размечено полностью шаблон их тела. Внутри этого кода есть пространство для микроэволюционных изменений. То есть это конкретно, это не переписывание кода, это его адаптация под конкретные изменения в реальной среде. Точно так же, как процедуральная генерация подземелий. То есть на уровне кода записана вариационная составляющая, которая может впитывать в себя какие-то вирусы, впитывать в себя какой-то иммунитет, и в том числе впитывается и генетическая память. То есть научная парадигма 100 лет воевала с ламаркизмом и в итоге пришла к тому, что это абсолютная истина. То есть существует реально генетическая память. Люди, пережившие какие-то стрессы, на генетическом уровне начинают там, если их родители пережили какой-то голод, больше есть, полнеть. Следовательно, микроэволюция
не равна макроэволюции. Шаблон сам человеческого тела, и не только человеческого, а вообще всех биологических организмов, определен. В систему вводится пара, которая, обладая идеальной ДНК, размножается, и позже эта ДНК уже адаптируется конкретно в среде. Пара занимает какую-то нишу, и когда она не нужна, она просто архитектурно выводится и уничтожается из системы. Эволюционная же парадигма строит ад-хок костыли. То есть нам нужно поверить в то, что вначале рождается некий мутант в популяции, потом этому мутанту нужно вступить в половую связь с представителем чистого вида, чтобы родить потомство. Вводится концепция прерывистое равновесие. Это и бутылочное горлышко, которое пытается объяснить, почему у человека такое низкое генетическое разнообразие. Это и РНК-мир, который безуспешно пытается объяснить, как вообще возникла первая клетка, не объясняя того, а как возникла сама РНК. И в итоге, если взять вот именно средствами самой науки всю биологию, то вы увидите там огромное количество ситуативных гипотез, которые не дают никаких проверяемых предсказаний. То есть у нас нету никакой модели, какие конкретно морфогенетические изменения произойдут даже с человеческим видом. То есть биология совершенно не знает, когда в ее понимании родится первый мутант, что у него конкретно улучшится, он будет летать или он научится читать мысли. Биология совершенно не знает, не дает вам никакого прогноза. Однако все вот эти ситуативные ад-хок-гипотезы строго в терминах Лакатоша указывают на деградацию исследовательской программы. Все про это есть отдельное видео, в котором говорится о том, что когда исследовательская программа деградирует, она начинает строить так называемый защитный пояс вокруг своего ядра. То есть этот пояс, он не дает никаких проверяемых предсказаний, он просто защищает центральную парадигму. Какая центральная парадигма материализма? Слепое самозарождение материи. Просто исследуя историю науки, можно прийти к выводу о том, что не может постулат XIX века быть фундаментальной истиной. Он элементарно не выводится из принципа наименьшего действия. Все от квантового уровня до общей теории относительности выводится из принципа наименьшего действия. Частица ищет наиболее оптимальный путь. Это просто фундаментальный закон. Однако биология говорит о том, что на всех уровнях архитектуры, да, этот закон очевидно исполняется, но на уровне биосферы почему-то система выбирает наименее эффективный путь вот этого рандомного пересобирания кода, вот этого создания неэффективных механизмов для того, чтобы какой-то из них там остался и случайно оказался полезным и продолжил свое существование. То же самое, что геоцентризм. То есть это понимание мира человеком XIX века, который ничего не знает о теории информации. Он ничего не знает об оптимизации информационных структур. На самом деле он был бы изменен гораздо раньше. Однако он не меняется сегодня по идеологическим причинам. В любой нормальной науке он бы давно уже был отринут как неэффективное объяснение. Однако мы до сих пор живем с ним, мы до сих пор не можем объяснить квантовую механику, просто потому что секулярный мир построен на этих догмах. То есть эти догмы, они удобны для секулярного мира. И вам они тоже удобны. То есть вы используете все эти догмы, потому что на самом деле вы не хотите найти объективную истину. Вам не нужна объективная истина. Вам нужна удобная вам картина мира. И поэтому вы берете совершенно разрозненные, взаимопротиворечивые друг другу концепции, которые просто временно успокаивают ваши тревоги. То есть, например, вам не нравится идея, что мир создан, потому что тогда придется отвечать за свои поступки. Что вы покупаете вместо этого? Теорию эволюции. Вам нравится теория эволюции, потому что она снимает вот этот экзистенциальный страх. А что если действительно я буду отвечать за то, что сделал? Страх снимается сразу же. Но к вам приходит сразу же другой страх. А что будет, когда я умру? Жизнь тогда закончится. Вы выкупаете другую концепцию. То есть вам очень нравится концепция реинкарнации, потому что она более удобна, чем концепция страшного суда. Она, по сути, вам говорит, что ничего страшного не будет. В худшем случае вы просто переселитесь в другого человека, и там кто-то, вот кому вы сделали зло, вот это зло вам кармически вернется, и вы испытаете, что испытал тот человек. Ничего страшного на самом деле в этом нету. Прекрасная перспектива. Насчет того, что нас ждет тепловая смерть Вселенной, и рано или поздно весь этот вымышленный круговорот душ в природе закончится, ну, вас не волнует.
То, что люди экспоненциально растут за последние 100 лет, то есть никогда в истории человечества такого количества людей на планете не было. Спрашивается, откуда все эти души? Ну, вас тоже это не волнует. Вы придумываете всякие теории ad hoc, чтобы вписать туда реинкарнацию. Ну, вот люди из прошлого возвращаются в будущее, будущее в прошлом. Все это вот вечно будет крутиться. Когда же вам называют какие-то другие концепции, вы сразу же говорите: ой, нет, это пропаганда, это все предвзятость. Это на самом деле оно просто не вписывается в ваш шведский стол. Вы просто набираете себе на тарелочку то, что вам вкусно, и то, что вам нравится. А то, что вам не очень нравится, то, что вызывает какую-то там тревогу, о, все, это пропаганда, это ерунда. При этом большинство из вас крещеные, и вы верите в реинкарнацию. Что просто невозможные вещи, они вместе не сочетаются. Если реинкарнация существует, тогда нет абсолютно никакого смысла в жертве, нет абсолютно никакого смысла в первородном грехе. По сути своей, если вы христианин, который верит в реинкарнацию, вы говорите: Иисус Христос врал нам всем. То есть на самом деле мы все не попадем ни на какой суд, мы вот просто возродимся в другом теле или в виде цветочка. Что у вас в голове вообще? Как у вас это всё сочетается? При этом огромное количество верующих людей, которые еще, значит, на работе. У них, да, там эволюция все доказала, действительно, да-да-да, человек произошел от обезьяны. Но дома вот эти вот совершенно другие идеи, что указывает на то, что система находится в максимальной точке энтропии. Ваше сознание разделено полностью, оно энтропийно. Мы же на данном канале пытаемся эту энтропию собрать до единой непротиворечивой модели, которая будет объяснять все в мире, в принципе, всю его историю от начала и до конца. Для тех, кто хочет собрать вот из этой энтропии цельную картину, подписывайтесь, поддержите эти исследования на Бусти. Большое спасибо всем тем, кто поддерживает эти исследования, а не живет какой-то языческой догмой, которая запрещает рассматривать мир как единую систему. Спасибо большое.